Коллеги, всем огромный привет! Добро пожаловать ко мне на канал. Продающий текст, реклама, демонстрирующая выгоды и достоинства продукта, решение проблем и удовлетворение потребностей. Его главная задача – заинтересовать, убедить в правильности намерений, развеять все страхи и возражения, побудить к действию. Сам по себе продающий текст не гарантия увеличения продаж и прибыли. На это влияют продукт и его качество, цена, грамотная работа менеджеров, удобный сайт с привлекательным дизайном и так далее. Но чтобы писать продающие тексты, нужно учитывать множество факторов. Для эффективной лидогенерации важно подбирать слова, структуру и стиль подачи информации под конкретный товар или услугу, задачу и целевую аудиторию. Если вам надо написать продающий текст, как это сделать быстро и хорошо, но прежде чем мы начнем, хочется напомнить вам 3 главных этапа, предшествующих написанию продающего текста. Первым этапом предварительной работы над продающим текстом является изучение аудитории. Надо обязательно определить, для кого вы пишете. Для самодостаточных, образованных леди со своим бизнесом, для студенток или для домохозяек, например. У каждой целевой аудитории есть свой язык общения и формат доверия, на который нужно настроиться. Второй этап – сбор информации о продукте, услуге и компании. От заказчика потребуйте заполнение брифа с вопросами, опросите по телефону, соберите дополнительную информацию в интернете, в частности о конкурентах и их фишках. И третий этап – поставьте цель. Что должен сделать человек, прочитав ваш замечательный текст? Купить вещь, записаться на курс, заказать консультацию. Видите цель? Вот к ней и пойдем. Давайте начнем учиться писать продающие тексты по конкретной схеме. Формула АИДа – это успешная маркетинговая стратегия и структура, которая присутствует во всех рекламных текстах, на сайтах, онлайн-магазинах. Заглавные буквы формулы продающего текста – это сокращение от слов, из которых состоит система. Слова на английском языке. Перевод слов такой: внимание, интерес, желание, действие. Если применять формулу на практике, это выглядит следующим образом. Привлечь внимание читателя, чаще всего интригующим заголовком или ярким рекламным объявлением. С помощью текста заголовка вызвать интерес у читателя, удержать до конца статьи и подвести к следующему пункту. После прочтения рекламного текста у человека должно появиться желание приобрести продукт. Совершить действие, чтобы заказать, купить продукт. Текст при этом можно конструировать, включать разные моменты. С задачами и структурой определились. Теперь давайте приступим к работе над продающим текстом. Первый шаг: четко сформулируйте свои цели. Вы должны понимать, чего конкретно хотите от своих пользователей, что они почувствуют, прочитав ваш текст, что их заинтересует или обеспокоит больше всего, какие действия они должны совершить после прочтения. Помните, чтобы решить задачу, сначала ее нужно правильно сформулировать. Второй шаг: заинтересуйте и заинтригуйте читателя. Следующий элемент в схеме продающего текста – лид, то есть первый абзац. Он должен быть не банальным и вести за собой. Несколькими интригующими предложениями надо сделать так, чтобы пользователь захотел читать дальше. Такой прием называется скользкая горка. Если же вы начинали с предложения пользы или выгоды, то в лиде надо раскрыть и расширить идею, рассказать подробнее. Содержание лида зависит от продукта и аудитории, к которой вы обращаетесь, а также от вида продающего текста. Для посадочной страницы или автоворонки нужно писать короче и конкретнее. А в письмо для рассылки, например, можно добавить лирики. Не забывайте про юмор и неожиданные повороты. Третий шаг: ориентируйтесь на конкретного клиента. Представьте, кого могли бы заинтересовать ваши услуги или товары. Женщин или мужчин, жителей столицы или регионов, любителей или профессионалов. Это позволит создать примерный портрет вашей целевой аудитории, под которую и необходимо подстраивать все тексты. В противном случае без опоры на конкретного адресата текст будет пустым и нетаргетированным. Четвертый шаг: подстройтесь и заручитесь доверием. Любой продукт или услуга должны удовлетворять потребности покупателя. А что такое потребности? Это решение проблем и исполнение желаний. Проблемы создают дискомфорт, и их надо решить. Например, болит спина и нужно лекарство. Желания ведут к получению удовольствия, физического или морального, нового уровня комфорта или возможностей. Например, хочу мороженое или новую машину. Здесь большую роль играют эмоции. Опишите проблемы и боли потенциального клиента так, чтобы он внутренне согласился. У него также. Читатель должен узнать себя. Этот метод называется подстройка. Подстройка
Настроиться можно как минимум двумя способами. Первый способ – описание ситуации, знакомый большинству из вашей аудитории, всего несколько утверждений, и ни в коем случае не используйте третье лицо. Все люди это знают или это знакомо большинству из нас. Обращайтесь лично, разговаривайте с читателем. И еще одна интересная фишка – текст можно закончить вопросами типа «Знакомо? Известная ситуация, верно?» Пусть читатель внутренне кивнет, прежде чем продолжить чтение. Второй способ – список вопросов. Распространенный и действенный метод. Если читатель хотя бы на пару вопросов ответил «да», он непременно будет читать дальше. Этот прием убеждения. Пятый шаг – будьте последовательны. Да, главная цель продающего текста – привести к продаже, но это совсем не значит, что стоит сразу требовать купить или заказать ваш товар. Для начала озвучьте существующую проблему, подчеркните ее актуальность, а потом предложите способ ее решения с помощью вашего товара. Затем расскажите о достоинствах и пользе вашего продукта, почему стоит приобрести его именно у вас и именно сейчас. Подробно опишите свое коммерческое предложение с выгодной стороны. Для удобства чтения используйте маркированные списки, заманчивые заголовки и подзаголовки. Все это позволит людям сначала оценить вашу компанию, затем, возможно, поверить вам, и уже только потом они будут готовы к покупке. Но не восхваляйте свою продукцию или услуги, избегайте очень ярких определений и восхищений. Опирайтесь только на факт, но преподносите их в красивой обертке. Иначе, пообещав в теории небо в алмазах, а на практике предоставив только потолок в стразах, вы рискуете не только потерять клиента, но и заслужить плохую репутацию. Ведь, скорее всего, он расскажет о своем неприятном опыте друзьям или напишет о вас плохой отзыв. Шестой шаг – предложите решение проблемы и распишите основные свойства продукта или услуги. Поиск решения для своей проблемы или потребности – это то, ради чего пользователь открыл вашу страницу. Это самый главный этап в схеме продающего текста. Дайте читателю надежду и сразу предложите свой продукт или услугу. Решение проблемы должно выглядеть убедительным. Для этого нужно объяснять, как все работает, приводить доказательства и обоснования. И очень важно, опишите конкретные технические характеристики, приведите цифры и данные, но не используйте штампованных фраз и недоказуемых восхвалений. Конкретные цифры и выгоды для покупателя – вот что реально работает в продающем тексте. Само собой, у разных ниш и продуктов существуют свои свойства и методы их описания. Не забывайте про оригинальность и креатив. Седьмой шаг – не забудьте рассказать о скидках, акциях, бонусах и гарантиях. Получить товар по сниженной цене – это так заманчиво. Такси приедет за 10 минут, позже довезем вас бесплатно. Например, купите автомобиль сегодня и получите бесплатный талон на мойку. Подобные акции мгновенно привлекают внимание читателей и мотивируют их к покупке или заказу продукции. Если у вас имеется система гарантий и возвратов, расскажите и об этом. Например, фраза «на все наши холодильники действует гарантия в течение 3 лет» или «в случае неэффективности препарата мы вернем деньги». Внушает спокойствие и доверие. Но не делайте упор на дешевизну товаров или услуг, поскольку высокое качество не может стоить дешево. И адекватные клиенты, конечно же, это понимают. Восьмой шаг – оправдайте цену. Еще один важный этап в нашей схеме продающего текста. При продаже цены в продающем тексте надо четко осознавать, что вы предлагаете и кому. Лозунг «дешевле только даром» работает не всегда. Если ваша аудитория обеспеченные люди из среднего класса, то, скорее всего, для них дешево значит некачественно. Дорогой коньяк потому и ценен для таких клиентов, что он дорогой. Есть два варианта продажи цены. Почему так дорого? Потому что высокое качество, натуральные материалы, уникальное сырье и так далее. Почему так дешево? Потому что мы прямой производитель, распродаем остатки и так далее. В этом же блоке продающего текста напомните о скидках и акциях и поставьте ограничения по времени или количеству продукта. Девятый шаг – приведите примеры уже состоявшихся покупок. Людям нравится следовать за другими, делать как все. Поэтому, если Маша узнала, что Юле помог крем от морщин вашей фирмы, то она, скорее всего, его тоже купит. Конкретные примеры успешных покупок и отзывы довольных клиентов не только повышают ваш авторитет, но и делают текст увлекательным. Ведь куда интереснее читать жизненные истории, чем сухую теорию. Но не переборщите с их количеством. Многочисленные истории и отзывы счастливых клиентов, встречающиеся чуть ли не в каждом абзаце ваших текстов, могут насторожить пользователей и вызвать сомнения в их правдоподобности.
10-й шаг – призывайте к действию. Вот мы и добрались до главной цели продающего текста – призыву к действию. Мы уже знаем, человек прочитал наш текст и должен сделать одно из следующих действий. Купить товар, оформить заявку, позвонить, перейти по ссылке, зарегистрироваться, ну и так далее. Выбор целевого действия зависит от вида продающего текста и его значительных задач. Старайтесь не просто призывать к действию, а еще дополнительно напомнить о выгоде или предложить бонус. Как вариант, поставьте человека перед выбором, в котором на самом деле нет выбора. Ну вот, коллеги, я раскрыла вам некоторые секреты своего опыта. Поделитесь в комментариях своими фишками. Может, вам удается создавать в день по несколько продающих текстов. Расскажите, как. А у меня на этом все. Спасибо за ваше внимание. Скоро увидимся. Пока-пока.